Вместо 1000 слов США наносят очередной болезненный удар Кремлю. Россию вытесняют из нескольких регионов сразу. Туман войны, обычная зачистка, спецоперация или настоящее контрнаступление? Что происходит на фронте? Зеленский уходит с поста, смена власти и референдум. Киеву поставлен ультиматум, подробности утекли в западную прессу. Сосед России готовится к войне с ней. Крупный союзник стягивает войска. Визит к Трампу чуть не закончился гибелью. Переговоры остановлены. Покушение на президента заставило того пойти на неожиданные меры. Об этих и других событиях к вечеру среды 11 февраля. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Очередная смачная оплеуха Кремлю, и влепил ее в Вашингтон. США теперь указывают Москве, как ей вести себя с недавним союзником. А вести, в общем-то, нельзя никак. Соединенные Штаты запретили России участвовать в операциях с венесуэльской нефтью. Об этом говорится в лицензиях Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Эти ограничения действуют в отношении транзакций с правительством Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании страны. И в них прямо указано, что сделки с участием российских лиц запрещены. Ограничения включены в лицензии номер 46А и номер 48, которые регулируют операции по вывозу, продаже, транспортировке, а также предоставлению товаров, технологий и услуг для разведки, разработки и добычи нефти или газа в Венесуэле. Можно считать, что это неформальный ответ Лаврову, который недавно жаловался на то, что после захвата Мадуро из страны вытесняют российские компании. Прямым решением министра финансов запрещено России, Китаю, Ирану участвовать в каких-либо операциях, связанных с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Прямая дискриминация, несмотря на то, что и у России, и у Китая, и у Ирана были уже инвестиции в венесуэльский энергетический нефтяной сектор. Очередной успех сил обороны Украины. Бойцы ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт. Речь о селе Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщил 33-й отдельный штурмовой полк. В данный момент продолжаются поисковые и ударные операции, а также контрдиверсионные действия на освобожденной территории. По данным военных, село теперь полностью под контролем украинских сил. В последние дни украинские источники сообщили об освобождении поселка Терноватое и села Придорожное. Зет-военкоры вообще ударили в набат, мол, в Запорожье идет полномасштабное украинское контрнаступление, хотя в Американском институте изучения войны эти заявления россиян назвали ложными. А как вы думаете, 3 села освобождены за 4 дня? Это уже контрнаступление или еще нет? Делитесь мнениями. Украину ждет мощная политическая кампания. Власти страны готовятся провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая текущего года. По информации Financial Times, Владимир Зеленский может официально объявить об этом 24 февраля, в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России. Шаг был предложен администрацией президента США Дональда Трампа, который настаивает на завершении мирных переговоров до лета, чтобы избежать затягивания процесса на фоне предстоящих выборов в США. Источники, близкие к Зеленскому, рассказали изданию. Он и его команда дали понять администрации президента США, что они готовы к довольно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности проведения выборов. Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые позволят провести выборы в условиях военного времени. Москва и Тегеран вывели войну с интернетом на всемирный уровень. 2 союзных режима обвинили спутниковую сеть Starlink в нарушении международного права на конференции Комитета ООН по мирному использованию космического пространства. Starlink — это целая спутниковая группировка, которой управляет компания SpaceX. И эта армада насчитывает около 9600 аппаратов. Система активно используется украинскими военными для противостояния российскому вторжению. Ранее
Ранее и российская армия также использовала сеть. Однако в начале февраля Илон Маск отключил терминалы для вооруженных сил РФ. В Иране использование Starlink официально запрещено, но за последние годы в страну нелегально ввезли около 50 тысяч терминалов. Во время недавних протестов, когда власти ограничили доступ к интернету, участники демонстрации использовали именно эту сеть. США не только вытесняют Россию из западного полушария, запрещая торговать с недавним союзником Венесуэлой, но и активно работают уже под носом у самой Москвы. Джей Ди Венс после визита в Армению продолжил турне по бывшей территории Российской империи и СССР. Вице-президент США и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали хартию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Я думаю, что это партнерство Соединенных Штатов и Азербайджана приведет к большему миру и процветанию в регионе. И это просто создаст гораздо лучший мир, где люди будут заниматься торговлей друг с другом, а не воевать друг с другом. Документ закрепляет долгосрочные отношения, включая признание суверенитета и территориальной целостности, и предусматривает расширение сотрудничества в торговле, цифровых технологиях и энергетической безопасности. Это событие стало частью усилий США по усилению влияния на Южном Кавказе, особенно на фоне изменения региональных альянсов и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента Трампа. Сосед России без обиняков говорит о возможности войны. Главнокомандующий норвежской армии генерал Эйрик Кристоферсон высказался на эту тему предельно откровенно. Его цитирует The Guardian. Мы не исключаем захват территории России как часть их плана защиты собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам. Кристоферсон отметил, что у России нет намерений захватить Норвегию в том же ключе, как это происходит в Украине или других бывших советских республиках, но Москва может попытаться захватить часть территории страны для охраны своего ядерного потенциала, сосредоточенного на Кольском полуострове. Одновременно Великобритания заявила, что удвоит количество своих войск в Норвегии в течение следующих 3 лет, чтобы противодействовать растущей военной активности России в Арктике. Об этом сообщил министр обороны Джон Хилли, уточнив, что численность британских военных в Норвегии увеличится примерно с 1000 до 2000 человек. Посмотри, во! Там горит, походу, что-то. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, нанеся удар по крупнейшему НПЗ «Лукойла». В результате повреждены жилые дома в Волжском и загорелся объект на территории завода. Это уже 9-я атака на это предприятие, которое перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти в год. Минобороны РФ сообщила, что за ночь сбила 108 украинских дронов, половина из которых была уничтожена как раз над Волгоградской областью. А Кремль продолжает убивать мирных жителей. Этой ночью агрессоры ударили по Украине 129 дронами. Силы ПВО смогли сбить 112 из них, остальные принесли разрушение и смерть. Только в Харьковской области, в Богодухове, в результате налета погибли 3 детей и мужчина. Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине, по Богодухову, было прямое попадание российского дрона в жилой дом. Погибли дети, 2 мальчика, им было всего по 2 года, и годовалая девочка. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мать в больнице, ей оказывается помощь. Среди пострадавших есть также беременная женщина. Впервые за месяц после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова его отец опубликовал неархивное видео с сыном. В ролике Адам выглядит сильно похудевшим. Кадыров-старший с сарказмом назвал отпрыска воскресшим. После сообщений о ДТП Кадыровы пытались опровергнуть слухи, выдавая старые записи с Адамом за свежие видео. Накануне Рамзан Кадыров намекнул, что сообщение об аварии с участием его сына – это вообще фейк, сфабрикованный с помощью искусственного интеллекта. А вот это свежее видео с неуверенным в себе и сильно изменившимся внешне Адамом. Настоящее? Делитесь впечатлениями.
Массовая стрельба в Северной Америке, но на этот раз не в США, где такие ЧП являются частыми, а в спокойной Канаде. Трагедия произошла в Британской Колумбии. В результате стрельбы погибли как минимум 10 человек. Полиция обнаружила несколько жертв на улице и тело предполагаемого стрелка с признаками самоубийства. Еще 6 человек были найдены убитыми в самой школе, и одна жертва скончалась в больнице. Пострадали более 20 человек. Еще более нетипичен виновник трагедии – это женщина. Я не знаю, каковы планы Королевской канадской конной полиции относительно раскрытия личности подозреваемой в стрельбе в этом инциденте. Следователи будут предоставлять обновленную информацию по мере возможности. Сейчас они просят проявить терпение. Сообщество, провинция, страна хотят получить эту информацию, нуждаются в ней, чтобы попытаться разобраться в произошедшем. Но я думаю, что сейчас все сосредоточены на том, чтобы позаботиться о семьях и о сообществе в Тамблер-Ридж. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил шок и соболезнования семьям погибших, отметив храбрость служб экстренного реагирования. Слетал в США, а в результате чуть не погиб. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что едва не стал жертвой покушения, когда возвращался со встречи с Дональдом Трампом. По его словам, он опасался, что по вертолету могут открыть огонь, и был вынужден уклониться, отправившись в открытое море. В итоге президент приземлился в другом месте, спасаясь вместе с детьми. Я провел несколько дней не в объятиях любви, а спасаясь от смерти. Вот почему прошлой ночью я не смог прийти. Петро ранее заявлял, что наркоторговцы, в частности представители картеля «Клан Дель Гольфа», планируют его убийство. На прошлой неделе группа приостановила мирные переговоры с правительством после того, как президент договорился с Дональдом Трампом о начале охоты на лидера этого картеля. Как российские власти дважды выстрелили себе в ноги блокировкой Телеграма? Какая крупная страна подумывает о создании ядерного оружия? Как обозвали Орбана в политическом лагере Трампа? И в какой из стран Центральной Азии произошел раскол в верхах? Об этом мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.